12 лет назад, когда мой сын был еще подростком, он просил купить ему щенка немецкой овчарки. Даже кличку для будущего питомца придумал – Тайсон. Мы не смогли ему отказать, хоть и немецкие овчарки, которые сыну так нравились, это довольно крупная порода. А жили мы тогда в двухкомнатной квартире. Не хватило у нас с мужем напора, чтобы заставить сына отказаться от выбранного щенка. И выбрал он самую слабую особь из всего помета. Щенок был самым крупным, но было заметно, что у него нарушена координация движений. Когда толстый головастый малыш передвигался, то шел нечетко, лапы его дрожали и даже казалось, что они у него немного разъезжаются. Заводчик развеял наши опасения, сказав, что щенок полностью здоров, но пока еще не привит. Сын не хотел в тот день уходить без щенка, и Тайсон переехал к нам. Наши подозрения были не напрасными. Рос маленький Тайсон хорошо, но был неуклюжим, часто не вписывался в повороты, после активных игр лапы его заплетались. Я уговаривала сына вернуть странного щенка заводчику, но подросток и слушать об этом не хотел. Разговоры о том, чтобы отдать назад Тайсона, вызывали у подростка гнев и возмущение. И вот настал тот злосчастный день, когда Тайсону сделали прививку. Мой муж купил какую-то очень дорогую прививку в частной ветклинике. После того, как ветеринар поставил щенку прививку, буквально на следующий же день у Тайсона отказали лапы. Но не задние, как это часто бывает, а все 4. Частично парализованный пес – это все равно, что человек-инвалид. Больной пес требует массы затрат и более тщательного ухода. Муж хотел усыпить маленького страдальца, но сын ему не позволил. Мой мальчик надеялся на чудо и ежедневно делал массаж своей собаке. Но чуда не произошло. Лежачая собака прожила у нас целых 10 лет. Когда мы выносили большого обездвиженного кобеля на прогулку, то постоянно ловили на себе заинтересованные взгляды прохожих. Как-то вынесли с сыном Тайсона на улицу, и проходящий мимо пьяный мужик вдруг остановился, покрутил пальцем у виска и спросил, почему мы не усыпляем эту парализованную собаку. Хоть этот вопрос прозвучал из уст пьяницы грубо, но честно. Почему? Да потому что мозг у Тайсона был жив, и он всегда радовался нашему приходу. Потому, что он вилял хвостом и лизал наши руки. Ну, упал на лапы, и что, сразу убить? А если бы это касалось человека, родственника, тоже нужно желать скорейшей смерти инвалиду. Когда мой муж предложил сыну усыпить Тайсона, то подросток ответил, что каждое живое существо имеет право на жизнь. И что он станет ухаживать за щенком и надеяться на его выздоровление. А также припечатал, что его папа не является Богом, чтобы решать, кому жить, а кому умирать. Опираясь на этот посыл, мы пережили эти 10 лет боли. И мы ни разу не обидели пса-инвалида, думаю, что ему жилось у нас счастливо. Ведь мы его действительно любили и искренне сочувствовали псу с парализованными лапами. Он ушел за мост радуги спокойным, потому что знал это.